Слава Украине! Привет всем от Полонского. Доброе утро, хотя оно не доброе. Сами знаете, что ночью было. Но начнем все по порядку, да? Вчера Трамп обвинил Зеленского, не Путина, в том, что он не хочет подписывать мирное соглашение. А ночью по нам полетели ракеты. Вот какое удивительное совпадение. Мгм. Я уже во всем вижу совпадение. Да. А ночью по нам полетели ракеты. В основном под ударами был Киев и также Харьков. Я сейчас по другим городам не скажу. Я знаю, что туда тоже прилетало. Там по Павлограду прилетало и так далее. Прилетало. Ну вот я могу сказать по Киеву, потому что, ну, как бы, вот встали только что, ночью же не спали. Кто на телеграм-канале с нами вместе, да, тот же знает, что ночью мы вывешивали посты, как над головой тут, что у меня над головой только не летело, честно говоря, своими глазами кинжал, ну, я знаю, это кинжал был, не кинжал, но вертикально летело, его гухнуло. Вот, потом шахет 20 метров над головой пролетел и так далее. Тут что тут только не летело. По ночью по Киеву летели баллистика, не знаю, я насчитал штук 6, может 8. ПВО работало як скажене. Баллистика, потом эти ракеты крылатые, какие хочешь, Х-59, калибр, Х-101, ну тут я уже не видел, я только слышал, что сбивают, да? Что хочешь было. То есть, ну, за шахеды просто не буду говорить, их было море. Жужжали, зараза, над головой с болота. Вот. В Киеве разрушение. Все это сбить не удалось, просто потому что нет столько ПВО ракет, как сказал Клименко. Ну, ракет, которые послали, и шахедов, которые послали по нам, было действительно много, и они полетели сразу все вместе. Вот. Именно этим объясняется то, что сбили не все, прилеты были. Как всегда по жилым кварталам. Ну, я сейчас смотрю утренние сводки, ну капец, капец. Опять прилет в жилую двухэтажку, где там несколько семей жило, 2 детей убито рашистами. Сейчас говорят, что 8 человек убито в общей сложности, но никто не знает сколько. Почему? Потому что завалы не разобраны, и там сильно разбитые дома жилые, пятиэтажка сильно разбита, и не одна, я так смотрю. Двухэтажный дом до фундамента снесен, частные дома разбиты. То есть, что вам сказать, ребята, в разных районах Киева очень серьезные повреждения. И в настоящий момент можно говорить 77 раненых, но я так понимаю, будет больше, потому что людей все время вытягивают из-под завалов, никто не знает, что там под завалами дальше, кто там под завалами и так далее. То есть работает сейчас большое количество спасателей, работает большое количество техники с собаками, ищут людей там. Что это все дело объединяет? Все удары наносились тупо по жилым кварталам. То есть это было самое настоящее кошмарение. А теперь я еще раз говорю, я вспоминаю вчерашние слова Трампа, который наехал, еще раз говорю, не на Путина, не на убийцу, не на мародера, на бандита, да? Он наехал на президента Украины Владимира Зеленского. За то, что с Путиным же легко договориться. Я вот с ним уже договорился. А Зеленский такой, да? Помните, да? Как это чучело сидело и трындело. Вот так вот. А я теперь связываю вот эти слова Трампа с сегодняшним налетом на Киев. А вам не кажется, что коллективный трампопут в этой ситуации действует вместе? То есть, с моей точки зрения, мы сейчас пришли к той ситуации, когда Трамп делает заказ, а Путин его просто исполняет. Я, знаете, не удивлюсь, я вообще не удивлюсь, если раньше для меня волосы дыбом были от того, что я сейчас скажу, то сейчас я не удивлюсь, если он даст Путину ракету. Вообще не удивлюсь. Вообще. И в Атопитеке американские эти магозавры будут аплодировать. Я не забуду вот этот момент, когда американская журналистка брала, значит, у этих вот представителей секты МАГА на одном из митингов интервью и спрашивала такой вопрос, что ну вот как же вы относитесь к война Украины, России, посмотрите, в Украине они убили 500 000 человек, что-то такое она сказала.
Как вы относитесь к такому вот убийству людей? И это, значит, Магопитек старый уже. It's okay for me, it's okay for me. Это для меня хорошо, это нормально, да? Вот такое вот чучело во время Второй мировой войны сказала бы, Освенцим, да что там, ну, нормально, что, хорошо, можно пережить. It's okay for me. Да, вот такие вот, вот это последователи секты Мага. Поэтому удивляться поведению их предводителя тоже, как говорится, не приходится. Вот. И еще раз говорю, ну вот настолько не удивлюсь, вот настолько, наконец, ногтя не удивлюсь сегодня, если Трамп начнет снабжать пойло оружием. Вот это абсолютно... Но сегодня вот этот налет, такой шквальный, огромный налет, сразу после вчерашних заявлений Трампа. Ну, возможно это не сказать, что это случайность, так получилось. Тот, значит, заявил, что вот Зеленский такой-сякой, а этот швакнул ночью по Киеву. Это могло быть случайностью? Не, конечно, могло. Конечно, могло быть и случайностью, понимаете? Но когда ты включаешь мозг, потому что в отличие от последователей секты Мага, у меня мозг есть, да? Я понимаю, что вот таких вот случайностей не бывает, потому что, ну вот не могло такого быть, с моей точки зрения, конечно. Что скажете вы, я не знаю. Вы, наверное, скажете, что это нет, это случайность, ну как же так? Путин не выполнял заказ Трампа. Нет, ни в коем случае. Как вы могли так подумать? Вот. И еще один момент. Вчера, значит, Трамп про Зеленского. Как он может такое говорить, что Крым это Украина? Как? Почему? Это мешает мирным переговорам. Зеленский, правда, умыл этого товарища, который нам совсем не товарищ. Умыл его вот так вот, просто размазал, знаете, как шлепок майонеза по асфальту размазал Трампа, ответив его же собственным стейтментом, по-моему, из 2018 года, если я так не ошибаюсь, где он лично Трамп, то есть это официальный стейтмент Белого дома при президенте Трампе, это не когда-то там в другое время, о том, что Крым это Украина, и никак не иначе. Красиво размазал, конечно. Вот, но Трампу все равно. Еще одно, вот смотрите, он сейчас, ему плевать. Почему Трамп, с моей точки зрения, заставил Путина, или не заставил, или сподвигнул, так лучше, вот. Почему, с моей точки зрения, Трамп сподвигнул Путина к сегодняшнему удару по Киеву? И чтобы покошмарить людей, чтобы Зеленский, значит, охотно подписывал всякую мерзость, которую они в коллективный трампопут придумают. Вот почему? Объясняю ситуацию. Тут же все как у советских генсеков. Помните? Или там во время Второй мировой войны. Взять город Запердяевск к 7 ноября, твою сиську, и вперед. Что там? 100 тысяч человек положить? Да хрен с ним. Главное, Запердяевск наш. Значит, флаг туда, это красную тряпку впендюрили на крышу. 100 тысяч трупов. Так, потом. К дате. Что мы видим сегодня? Трампу, говорят чиновники Белого дома, об этом пишет CNN. Что Трампу к столетию, господи, прости, к столетию, к 100 дням его утлого президентства надо ему достижения показать. Закончить войну между Украиной и Россией и показать, что он победил, он победун, он трампон, он твою сиську, да? И вот он, значит, показывает результат, дает же, везде же скандалился. В Канаде обшмындрился, в Гренландии обшмындрился, в Европе обмешурился, с Китаем облажался, везде выглядит клоуном, но зато вот в Украине с Россией он войну туда и налево остановил. Остановун. Послал этого своего Виткофа, но это отдельная будет история за Виткофа, этого клоуна тоже Погорелого театра. Да, то есть вот такие вот, ребятки, пироги. Значит, к дате нужно показать победу. А что это значит? Это значит, что Трампу надо наехать на Зеленского посильнее, чтобы Зеленский был более сговорчив. Более охотно шел на все, что только можно. Ну вот, собственно, лично с этим я связываю такой массовый налет на Украину. То есть, скорее всего, был какой-то контакт, с моей точки зрения.
И после этого между Белым домом и Кремлем. И после этого, как говорится, один друг побежал выручать другого друга. Вот. Я просто хочу послушать сегодня, что скажет американское посольство. Это же у них все над головой летело. Российские ракеты. Мне почему-то кажется, что не заметят. Не, ну это же малозначительно, они там пролетели, они все спали. Не заметили, не, ну а что там, туда твою налево. Ну что, ну там, подумаешь. Ракеты полетели. И опять это же Зеленский виноват. Вы что, это разве Путин говорит? Это, конечно же, Зеленский виноват. А кто же еще? Вот так вот, ребятки. Я вам скажу, чем иметь таких союзников, как Трампа, то уже врагов не надо.